Пен, Рейвен, спасибо, что пришли на нашу передачу. Особенно было неожиданным увидеть с тобой Рейвен. Спасибо и вашей передаче. Для нас с Пеном это была честь прийти сюда. Мы с ним достаточно тесно связаны. Нас не только объединяет совместное творчество, но и то, что мы очень близкие друзья. Но я даже бы сказала, что мы пара. Пен, скажи, пожалуйста, что или кто является твоим вдохновением для создания твоих музыкальных работ? Вдохновение может прийти совсем внезапно, и зачастую это может быть настроение, какой-либо повод, окружение или просто человек, который тебя мысленно подтолкнул на развитие фантазии, темы. А я бы в свою очередь ответила, что Пен, возможно, скромничает. В большинстве случаев причиной вдохновения являюсь я. Мы достаточно серьезно подходим к своей работе, чтобы наши фанаты оставались довольны. То есть, как я поняла, ты, Рейвен, также являешься автором песен, которые вы исполняете. Ну, конечно, когда человек сам по себе талантлив, то и фантазия у него достаточно развита. Но в одном из прошлых интервью я читала, что вы тесно сотрудничаете с одним из авторов-композиторов, которая является простая девушка-студентка. Да, это так. Пен, прости, можно я отвечу на этот вопрос? Спасибо. Да, это верно. Мы недавно сотрудничали с этой девушкой, но в последнее время мы пытаемся больше создавать собственный материал. Какая же она все-таки лицемерка. Похоже, что пытается сделать себе рекламу. Даже не дает сказать Пену. Хотя и Пен, я в нем ошиблась. Он такой же. Все, больше не хочу ничего знать о вас. Я не удивлюсь, если многие мои проекты они присвоят и обо мне и слова не скажут. Какая же я была идиотка, что связалась. Эми, если ты в гостиной, открой, пожалуйста, дверь. Я нашла подходящую квартиру, договорилась, но там требуется доплата, а у меня сейчас нет денег. Как быть, Виктория? Я что-нибудь придумаю, и, возможно, сегодня попытаюсь увидеться с Рейвен. Ты собираешься у нее попросить? Естественно, у нас же с ней договор. Я придумаю, как можно будет сказать, чтобы она часть суммы дала. Кстати, сегодня утром ко мне Дана заходила. Она говорила мне странные вещи, что меня это испугало. Что именно? Я боюсь за то, не видела ли она нас вчера, когда я приходила к клубу. Она начала загадочно мне говорить, что, мол, жалеет, что не позвала меня на эту вечеринку. И когда я сказала, что там никого не знаю, то она мне упомянула тебя. Меня? В каком смысле? Виктория, я и сама ничего не поняла, но это прозвучало очень странно, как будто Дана что-то знает и скрывает. Тогда тем более тебе оставаться в этом доме больше нельзя. Ты знаешь, я уже чуть ли не жалеть начинаю, что мы затеяли это. Джейн, пожалуйста, не подталкивай и меня к этим сожалениям. Мы, в принципе, ничего плохого не делаем. Мы всего лишь пытаемся осуществить нашу давнюю мечту. Как только Рейвен выплатит мне всю сумму, мы тут же уедем за границу, и никто о нас и не вспомнит. Я надеюсь, но когда этот план Рейвен закончится? Ведь Эми уже настроена против Пена и не планирует появляться в студии. Рейвен может вздохнуть спокойно и продолжать добиваться своих целей уже самостоятельно, а наша часть плана уже выполнена. Я сегодня поговорю с ней об этом. Но теперь, когда камеры выключены и передача закончена, могу я тебя обнять по старой дружбе, Пен? Конечно, Сабина. Я, честно говоря, был удивлен тебя увидеть. Рейвен, прости, пожалуйста, мы с Пеном школьные друзья и очень давно не виделись. Я недавно переехала и устроилась на этот телеканал, и сразу же решила устроить это интервью. Для ваших поклонников это радость, и для меня это был как повод увидеться. Да, я все понимаю. Пен, жду тебя в машине. Сабина, мне очень неловко за Рейвен. Думаю, что ты и сама поняла, за что. Я не думал, что она себя так поведет на передаче. Пен, да, я, конечно, заметила, что во многих вопросах она просто не давала ответить тебе. И, в общем, передача получилась направлена больше в ее сторону. Скажи,
Вы действительно пара? Честно тебе ответить, я не знаю. Понимаю, это не мое дело, но ради старой дружбы ты можешь также доверять мне. Помнишь, как раньше? Мы все время советовались друг с другом. Если тебя и сейчас что-то мучает, я по-прежнему буду рада выслушать и, возможно, помочь, подсказать советом. Спасибо большое. Очень приятно, что ты осталась внутри и прежней. И ты права, сейчас мне нужен друг, с которым я могу посоветоваться. Отлично. Давай обменяемся номерами телефонов и договоримся как-нибудь, поужинаем, пообщаемся. Конечно, с удовольствием. Ну, наконец-то! Жасмин! Мэйси! Я долго ее упрашивала поехать со мной. Они с Коби буквально день назад вернулись из путешествия. Жасмин, ну ты так говоришь, что девочки могут подумать, что я вовсе не хотела сюда ехать. Просто не успела отдохнуть от одной поездки, а тут и другой сюрприз. Мы так счастливы, что ты приехала к нам. Жасмин заставила нас с Эми задуматься, с кем же она приедет, и мы вчера гадали. Это точно. Мы думали, ты приедешь со своим парнем. Но, Мэйси, это действительно сюрприз. Спасибо, Эми. Ты так изменилась. И кажется, что ты мне кого-то напоминаешь. Естественно, она напоминает тебе себя, когда ты была увлечена подобным стилем и одевалась соответствующе. Нифига ж себе. Ты что, была готкой? Да, было время. Так, дорогие мои, располагайтесь, а я пойду пока на кухню. Я помогу тебе. Как твои дела? Ты по-прежнему пишешь музыку? С недавнего времени с музыкой покончено. Из меня фиговый композитор. Почему ты так говоришь? Это говорю не я, а мнение профессионалов. Но я решила завязать. Подожди, но Ясмин все время хвалилась, когда разговаривала с сестрой, что ты сотрудничаешь со звуковой студией. Но что же сейчас произошло? Кто сказал тебе, что ты не способна? Это долгая история. И для меня и самой она не очень понятная. А дал понять мне это мой друг, с которым я и советовалась, и сотрудничала вместе. Но если точнее, то он даже струсил и попросил сказать об этом свою подругу-певичку. Действительно запутанно. Тогда я тоже не понимаю, если они считают недостойным твои проекты, то почему же изначально сотрудничали с тобой? Они же были довольны твоими работами. Да, было все нормально, но потом я и сама ничего не понимаю. А что же этот друг? Как он объясняет тебе отказ от совместных проектов? Пен с тех пор мне больше и не звонил. И, видимо, и не пытается этого сделать. Пен? Да, Пен Брайден, известный рок-музыкант. Ты, наверное, с ним тоже знакома. Боже, как же мир тесен. Я не просто с ним знакома. В прошлом году, когда он приезжал к нам, я брала интервью для журнала у него. И также он приглашал меня в поездку, где снимался видеоклип. Чего? Это была ты? Да. А Жасмин разве вам не говорила? Да мы-то, в принципе, около года и не виделись с ней. А по телефону как-то и не говорили об этом. Кстати, я тоже очень удивлена. Я не знала, что Пен живет в этом городе и к тому же является твоим другом. Да, Мэйси, вот это мы удивили друг друга. Вот же, сестренка, как можно было это утаить? Ну ладно, ты не ругайся по этому поводу. Видимо, были темы другие для разговоров, поэтому об этом и забыли. Но вот насчет Пена я расстроена. Я не могу поверить, что он мог бы критично отнестись к твоим работам и при этом не поговорив с тобой. Нам всегда кажется, что мы знаем человека очень хорошо, но иногда некоторые ситуации выводят нас на чистую воду. Эми, послушай, я не знаю, на сколько дней мы побудем у вас в гостях, но я хотела бы помочь тебе разобраться в этой ситуации. Ты мне скажи, где находится студия Пена. Я хочу с ним увидеться. Нет, Мэйси, не вздумай. Я не хочу никаких выяснений. Но это несправедливо. Если это несправедливо, то пусть останется это на совести Пена и Рейвен. Пен, почему ты так долго? Ты знаком с этой журналисткой? Пен, что случилось? Ты не слышал мой вопрос? Ты себя повела отвратительно на передаче. Я не ожидала от тебя такого. Мне было очень стыдно. За что? Что я сказала не так? Я пыталась искренне отвечать на вопросы.
Ты не понимаешь, что ты не давала ответить на заданные вопросы мне, и слишком много лишнего ты наговорила? Ты даже солгала, сказав, что автором песен являешься ты. Я просто был в недоумении. Я не знал, как остановить тебя. А ты тоже не понимаешь, что я наоборот пыталась сделать рекламу нам в преддверии концерта? Не будь таким скромным. Бен, ты артист, а в шоу-бизнесе только так и надо себя пробивать. Мне не нужна популярность за счет лжи. Я до этого и честным образом добивался этого пути. А ты, как я вижу, цинично. Мне кажется, что я тебя не очень хорошо знаю. Ты меня сегодня просто унизила, не давая мне рта даже открыть. Я люблю тебя, и ты несправедливо обвиняешь меня. Я не вижу никакой причины для этой ссоры. Или тебя сбила с толку эта журналистка? Кто она такая? Твоя бывшая подружка? Мы учились вместе, но не стоит сейчас переводить разговор в мою сторону. Ты заметила, что в последнее время наши отношения изменились? Но я их не меняла. Я не понимаю, почему ты ко мне стал так относиться. Не понимаешь? Ха, видимо, с тобой сложно прийти к пониманию. Садись в машину, я отвезу тебя домой. Бен, я всего лишь хотела сделать лучше и доказать, как дорожу твоим талантом, дружбой и тобой. Да, сегодня ты это доказала, я тебе благодарен. Мы сегодня не будем работать в студии? Нет, у меня другие дела. Кто там еще может быть? Вроде как основные гости, которых мы ждали, уже приехали. Ну иди открой, а я пойду к девочкам на кухню. Привет, Эми. Ты не занята? Ну, если честно, к нам приехали гости. У тебя что-то важное? Извини, я не знала. А Виктория дома? Нет, она с утра куда-то уходила. Так ты пришла к ней? Нет, я хотела тебе кое-что сказать, и это касается ее. Дана, тебе не надоело еще цепляться к ней? Я не могу понять, чем Виктория тебе насолила? Неужели ты не замечаешь, что она странная, скрытная? Я сразу это поняла, и мои подозрения постепенно оправдываются. С какими сплетнями ты на этот раз? Глупая ты. Я всегда считала тебя за подругу. Вчера, когда мы были в клубе, я увидела Викторию с моей соседкой. Они о чем-то украдкой разговаривали за углом здания. Что? С какой твоей соседкой? Вот и меня это удивило. Похоже, твоя подружка врет тебе и имеет кучу тайн. Нет, этого не может быть. Я не вру. Утром я зашла к Джейн. Это та, с которой вчера не виделись. Когда я упомянула имя Виктория, Джейн словно испугалась, и это было заметно. Она сказала, что не понимает, о ком я говорю. Ну, допустим, что ты права. Но какова причина у Виктории лгать мне? И какова вообще цель? Вот и я этого не знаю, а ты мне не веришь. Спроси, где она пропадает. Потому что я уверена, что Викторию и мою соседку что-то связывает. Кстати, та тоже куда-то спешила, когда я зашла. Дана, скажи мне серьезно, ты сейчас говоришь на полном серьезе? Блин, Эми, ты знаешь, что я всегда говорила то, что я вижу. Мне нет смысла ненавидеть тебя. Даже причины для этого никакой нет. А я думаю, что ты после того случая, когда Тед, в которого ты была влюблена, обратил внимание не на тебя, а на меня, и ты до сих пор простить мне не можешь этого. Я тебя умоляю, какая глупость. Мои чувства к нему быстро угасли, тем более он встречается сейчас с Мэгги. Я люблю Майкла, хотя он об этом не знает. Я даже не знаю, что и как думать. Попытайся как-нибудь узнать, кто такая на самом деле Виктория и что у нее за тайны. Я бы советовала тебе не очень-то доверять ей. Ладно, не буду больше надоедать. У вас же гости. Я пойду.
вдруг Дана права? Виктория действительно в последнее время ведет себя странно. Можно сказать, я практически о ней мало чего знаю. Она редко рассказывает о себе и почти всегда избегает личных разговоров. Неужели ты, Пен, вспомнила обо мне? Не прошло и нескольких дней. Наверное, хочет спросить, как продвигаются мои навыки в музыке. К сожалению, мне нечего тебе ответить. И вовсе нет желания грузить тебя. Я вообще не хочу с тобой разговаривать.